Всем привет, с вами Романчес, и сегодня мы разберем мою партию против Стокфиша 7 уровня, сыгранную на Личес. Эта партия интересна тем, что Стокфиш предложил новый вариант скандинавской защиты и фактически усилил этот дебют. И посмотрев это видео, вы сможете играть скандинавскую защиту сильнее, как за белых, так и за черных. В этой партии я играл за белых, начал Е4. Стокфиш отвечает d5, это и есть скандинавская защита. Сразу подрывает центр белых. Забираю я здесь на d5. Это сильнейшее продолжение в теории. И далее здесь все привыкли, что следует ферзь d5 взятие. После этого мы играем конь c3. И ферзь отходит на a5. Ну или на d8. Но у Стокфиша совсем другой взгляд на этот дебют. И он не спешит отыгрывать пешку на d5, а играет просто a6. Для того, чтобы дальше провести b5 и вывести своего белопольного слона на большую диагональ. Тогда я отвечаю конь c3, пока еще цепляюсь за эту пешку, защищаем на d5. Лучше всего здесь было сразу сыграть d4, даже не пытаться защитить пешку на d5, а открыть своего чернопольного слона и получить перевес в развитии. Может показаться, что в этой ситуации можно и вцепиться просто зубами в эту пешку лишнюю, сыграть c4, например. Но тогда последует c6, и после конь c3, конь f6. И здесь вся эта конструкция не сможет сохраниться, придется разменяться на c6. И в результате у черных перевес в развитии, поэтому для белых эта позиция уже с минусом. Ну а в партии после конь c3 Стокфиш отвечает конь f6, усиливает давление на эту пешку d5. Я играю слон c4, все еще за нее цепляюсь, ну, развивая попутно фигуру. Последовал b5, что ожидаемо. Ну, отходим просто слоном на b3. И далее слон b7. Уже пешку на d5 я защитить не могу. Тогда просто развиваю своего коня на f3. И забираю Стокфиш на d5 конем. И здесь вот я делаю достаточно слабый ход. Это d3. А лучше всего в этой позиции было просто очень сыграть конь d5, разменяться на d5. Здесь вот ответить d4, захватить центр и открыть своего чернопольного слона. Черным невыгодно разменивать нашего белопольного слона, так как после размена, да, у белых сдваиваются пешки, но единственную свою развитую фигуру черные разменяли, а у белых еще и ладья сейчас на открытой линии А. Ну а в партии я сыграл d3 и тем самым позволяю черным сдвоить мне пешки. Они отвечают просто конь c3 взятие. И выясняется, сейчас у меня изолированные пешки на c. Да и к тому же слон на b3 превращается в довольно слабую фигуру, которая может действовать только по этой диагонали. Далее последовал ферзь d6, 2 нуля я отвечаю, и конь d7. Я играю конь g5, нападаю на f7 слоном и конем. Здесь следует просто защита e6, и после этого ладья e1. И далее Стокфиш отвечает ферзь c6. Своеобразная двойная угроза, напал на мат на g2 и на изолированную пешку на c3. И здесь, не досчитав вариант, я довольно поспешно сыграл ферзь f3, провоцируя размен ферзей, тем самым косвенно защищая пешку на c3. Но в этой позиции для белых здесь был гораздо более сильный ход. Это ферзь g4, после чего выясняется, что пешка на c3 неуязвима, так как если черные ее забирают, то мы играем слон d2. Если черные забирают и этого слона, тогда следует удар конь f7, жертвуем еще и коня. И неважно, забирает король этого коня или нет, все равно следует ферзь e6 мат. Ну а если после слон d2 черные отходят своим ферзем обратно, тогда все равно жертвуем коня. И далее слон e6 шах. У белых просто сумасшедшая атака. Поэтому в этой позиции мой ход ферзь f3 далеко не самый лучший.
Да, далее следует просто размен ферзей и слон d6. Смотрите сейчас на слонов Стокфиша. Они оба очень активны и нацелены на королевский фланг, в отличие от моих слонов. Я пытаюсь развиться слон e3, не самое удачное развитие здесь. Было лучше в этой позиции сыграть просто конь d4, и если c5, то отойти конем на e2, ну и попутно защитив пешку на c3. Ну а в партии после слон e3 Стокфиш разменивает своего сильного белопольного слона на f3, издваивает мне еще пешки. В результате у меня просто целый лагерь беззащитных пехотинцев. После этого последовал конь e5, сразу же Стокфиш атакует изолированную пешку. Защищаюсь король g2 и конь g6. Сейчас выясняется, что конь хочет прыгнуть на h4 и так или иначе отведать эту пешку на f3. Ну тогда я уже пускаюсь просто во все тяжкие, играю король h3, но все равно конь f4 шах, и приходится разменивать этого наглого коня на слона. Это, конечно, совсем невыгодный размен. Сейчас у черного слона отсутствует его оппонент. И после ладья e4 атакуем этого слона. Слон у черных просто звереет на глазах. Он в ответ атакует нашу пешку на c3. А наш слон на b3 все так же пассивен тем временем. Последовал c4, больше никак эту пешку не спасешь. И далее слон c3 по-прежнему зверствует и атакует ладью. Отходим на g1 и c5. Стокфиш не позволяет мне самому провести c5. Играю здесь ладья g5 и слон d4. Все тот же слон защищает свою пешку на c5, ну и попутно атакует нашу пешку на f2. Фактически Стокфиш последние ходы играет только своим чернопольным слоном, и каждый ход он вставляет какую-то угрозу для белых. Ну, защищаемся здесь король g2, последовал g6, и здесь вот я забираю на b5. Это также далеко не лучшее решение. В этой позиции у белых был довольно интересный план, связанный с c3, после чего последовало бы просто h6, и белые здесь неожиданно, можно сказать даже безумно, показалось бы с первого взгляда, жертвуют ладью. Если черные ее забирают, то белые забирают слона. Сейчас конкретно зависает у черных пешка на e6. Они пробивают пока пешку на d4. Мы забираем шахом эту пешку. И в результате выясняется, что у белых здесь очень неплохая позиция. Еще много борьбы. Ну, вполне можно сыграть на ничью. Ну а в партии после взятия на b5 последовало все то же h6. Отходим ладьей и АБ. Это только улучшило положение черных. Открылась для ладьи черных линия А. Далее последовал f4 и ладья a6. Ну, вот некоторая неточность по Стокфиш. Лучше всего здесь для черных было сыграть просто король e7, централизация короля, плюс еще одна защита пешки на e6. Ну а в партии после ладья a6 ответил ладья f3, очень тесно белым фигурам, и в основном из-за черного слона. Но в этой позиции у белых было и другое решение. Можно было сыграть h4, после чего последует h5, и закинуть ладью на g5. Далее будет b4. И здесь вот пожертвовать качество, просто забрать слона на d4, после чего сможем съесть еще и пешку на b4. В результате получится, что белые отдали ладью за слона и пешку. Это более-менее еще игровая позиция. Но в партии после ладья f3 последовало просто 2 нуля. Все равно рокирует Стокфиш. И далее h4. Пытаемся организовать какую-то атаку на королевском фланге. Ну, конечно, Стокфиш все это пресекает путем h5. Тогда играем ладья g3 и следует ладья c8. И сейчас выясняется, что Стокфиш хочет провести
c4, после чего вся эта конструкция с двумя пешками и слоном просто разрушится. Единственное препятствие здесь это сыграть самому c4. Ну тогда следует b4, стокиш закрывает позицию, и слон на b3 навсегда становится просто статуей, пассивным защитником. Далее последовал ладья e1. Пытаюсь я здесь как-то улучшить положение ладьи, еще не знаю как. А Stockfish отвечает ладья d8. Бегаю ладьей. И далее следует ладья d6. Усиливает потенциальное давление Stockfish на пешку d3. Но все это осталось для меня весьма незамеченным. Я сыграл ладья e2. И после слона f6 выясняется, что под боем у меня сразу две пешки. На d3, на f4. И две их точно уже не защитишь. Отвечаю я ладья h3. Последовала ладья d4. Такого нам пешка. Пытаясь разменять эту ладью. Туда Stockfish выигрывает пешку на d3. Следует вот такой вот размен. И затем Stockfish выигрывает еще и пешку на h4. Здесь я уже проигрываю две пешки. Но не стал я сдаваться. Сыграл f3. Король g7. Подтягивает потихоньку Stockfish короля. Сейчас вы увидите реализацию от Stockfish в эндшпиле с двумя лишними пешками. Далее король h3. Погонялся за слоном. И пока защищаю пешку на f4. А тем временем пешка-то на h4 становится потенциально проходной. Несмотря на то, что белый король сейчас в ее квадрате находится. Тогда я предпринимаю попытку, играю f5, скидываю свою пешку. Но думаю, мечтаю о том, что забрать пешку на h4. Но Stockfish все это мне пресекает, разумеется, и играет слон g3. И здесь уже выясняется, что приходится подтягивать короля. И пока он пытается эту пешку удержать на h3, он сам просто попадает в матовую сеть. И так вот на 50-м ходу Stockfish побеждает. И если вам понравился анализ партии, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!